В этом видео мы создадим эффект частичного погружения камеры, который добавляет искажение и реалистичное затухание цвета только тем пикселям, которые находятся в воде. Напишите в комментариях, в каких играх вы встречали подобный эффект и где его явно не хватает. В качестве воды подойдет обычная плоскость. Важно, чтобы материал отрисовывался с обеих сторон. Дополнительно сделаем поверхность гладкой и добавим карту нормали для искажения отражений. Настроим Full Screen Renderer Feature для нашего эффекта. И назначим новый полноэкранный шейдер, который пока будет выводить цвет экрана. Эту сцену, смоделированную для этого урока, вы можете бесплатно скачать на Boosty и там же поддержать канал, ссылка в описании. Давайте поговорим про координаты, а точнее про пространства, в которых координаты могут быть заданы. Для примера возьмем модель горы, состоящую из 3 вершин. В объектном пространстве координаты определяются относительно центра объекта. В мировом пространстве координаты определяются относительно центра мира. В пространстве камеры координаты рассчитываются относительно центра камеры. Обратите внимание, как заданы оси. X направлено вправо, Y вверх, а Z в противоположную сторону. В отличие от предыдущих пространств, у камеры правосторонняя система координат. В экранном пространстве мы измеряем расстояние не до самого объекта, а до его проекции на экране. Начало координат расположено в нижнем левом углу, а координаты X, Y изменяются в пределах от 0 до 1. В координате Z определяется глубина до объекта. Взглянем на камеру сбоку. У камеры есть угол обзора, ближняя и дальняя плоскости отсечения, которые определяют, что попадет в кадр. Z-координата определяется между этими плоскостями и задает глубину. Для современных графических API в Unity единица соответствует ближней плоскости отсечения, а 0 – дальней. Важно отметить, что значения на этой прямой распределены нелинейно, чтобы у ближайших камер и объектов было больше точности по глубине. Имейте в виду, что если вы используете OpenGL, то Z-координата будет задана иначе, от -1 до 1. В конце видео я покажу, как это учитывать, чтобы сделать шейдер универсальным. Вернемся к нашей задаче. У нас есть плоскость воды, и мы знаем ее высоту в мировом пространстве. Чтобы определить, находится ли пиксель под водой, нам необходимо спроецировать его на ближнюю плоскость отсечения изменением координаты Z на единицу, и затем перевести экранные координаты в мировые, чтобы можно было сравнить с уровнем воды. Перейдем к практике. Настроить параметры камеры мы можем в инспекторе, задать угол обзора и настроить плоскость отсечения. Камера сцены настраивается отдельно. Почти все преобразования векторов из одного пространства в другое выполняются при помощи перемножения матриц. Например, здесь происходит преобразование точки из мирового пространства в пространство камеры и обратно. Мы будем использовать готовый узел Transform, который скрывает в себе логику преобразования и позволяет удобно выбрать, из какого пространства в какое должно быть выполнено преобразование и что необходимо преобразовывать – позицию, направление либо нормаль. Давайте найдем экранные координаты ближней плоскости отсечения и преобразуем в мировые. X и Y получим из узла UV. Z сейчас 0, что соответствует дальней плоскости отсечения. Поменяем на ближнюю, ставим единицу. Мы узнали экранные координаты ближней плоскости отсечения и через узел Transform мировые. Теперь сравним их с высотой воды. Получилась маска, которая определяет надводную часть экрана. Это основа нашего шейдера. Перемножая маску на кадр, выведем его только над водой. Инвертируем маску для подводной части экрана, умножим на цвет и сложим результаты. Цвет для подводной части мы будем выбирать с помощью линейной интерполяции между цветом кадра и цветом глубины. Значение входа T определяет, какая часть яркости канала останется в исходном изображении. Рассчитаем это значение на основе того, насколько глубоко находится пиксель под водой. Координату пикселя получим из узла позиции и вычислим расстояние от поверхности воды. Обрежем отрицательные значения узлом максимум. Для расчета поглощения воспользуемся законом Бугера-Ламберта-Бера, по которому затухание происходит экспоненциально. Нам потребуется коэффициент поглощения. Его мы умножаем на расстояние, которое прошел луч в воде. При этом добавляем знак минус и вычисляем экспоненту. Подбираем значение коэффициента. Обычно красные волны моментально поглощаются, зеленые доходят глубже, а синие проходят толще воды лучше всех. Если вы хотите сделать очень плотную среду, коэффициенты могут превышать единицу. Аналогично рассчитаем затухание по расстоянию до камеры и перемножим полученные значения. Теперь под водой цвета всех объектов затухают и по глубине, и по расстоянию до камеры.
Теперь займемся искажениями. Основы работы с UV и шумом мы разбирали во втором уроке, поэтому сейчас рассмотрим наиболее интересные детали. Чтобы замаскировать движение и получить эффект перемешивания, складываем две текстуры шума, двигающихся в противоположном направлении. И отдельно рассчитываем вертикальные и горизонтальные искажения, чтобы подводная часть не ушла ниже линии раздела. Добавляем полученный вектор шума к UV-координате пикселя и получаем искаженные UV-координаты. Их необходимо использовать для расчета маски, получения подводного изображения и для расчета затухания. Но узел Position не позволяет задать UV со смещением, поэтому восстановим мировую позицию пикселя узлом Transform, ведь нам известны экранные координаты. X и Y берем из искаженной UV, а Z это сырая глубина пикселя. При повороте камеры можно заметить разрыв. Это происходит потому, что направление искажения мы задали в экранном пространстве, а нам необходимо, чтобы вертикальная составляющая всегда была направлена вверх от воды в мировых координатах. Для этого мировой вектор вверх переведем в пространство камеры. Обязательно укажите, что вы переводите направление. Отбросим глубину и добавим небольшое значение по y, чтобы при взгляде вверх и вниз вектор не вырождался в ноль. Нормализуем и получаем нужное направление от поверхности воды. Умножаем на вертикальную составляющую шума. Горизонтальный вектор находим простым поворотом на 90 градусов и умножаем на горизонтальную составляющую. Суммируем их и находим смещение, которое всегда ориентировано относительно плоскости воды. От черных полос справа можно избавиться добавлением эффекта зума в подводной части. Воспользуемся узлом Remap, чтобы увеличить изображение относительно центра. Снова появились разрывы, но они вызваны увеличением подводного изображения от центра. Чтобы избавиться от них, мы будем увеличивать изображение под водой постепенно. Через линейную интерполяцию смешаем неувеличенную и увеличенную UV. Смешивать будем по маске, которую вычислим из расстояния пикселя до воды. Узлом Smooth Step зададим нужный переход. Осталось небольшое искажение в месте перехода. Избавимся узлом Clamp со значениями, близкими к единице. Займемся улучшениями. Чтобы шейдер работал на любом графическом API, нам необходимо подставить актуальную глубину ближней плоскости отсечения. Сделать это возможно через узел Custom Function, в который мы можем написать свой HLSL код. Выберем строковый тип, чтобы писать код прямо здесь. Придумаем имя нашему узлу. Определим выход. И в теле функции на выход отдадим значение из встроенного макроса, в который Unity при компиляции подставит актуальное значение. Этот узел можно использовать и с внешними файлами, например, с этим кодом шума, который я написал для того, чтобы шум вычислялся по 3 координатам, а не по 2. Для использования выбираем тип файл и сам файл, указываем имя функции до нижнего подчеркивания и настраиваем входы и выходы в соответствии с сигнатурой функции. Теперь шум можно вычислять не по позиции на экране, а по позиции в мире. Например, возьмем направление взгляда, отодвинутое на некоторое расстояние, чтобы шум изменялся при повороте камеры. И вычтем позицию камеры, чтобы шум изменялся при перемещении. Подбор параметров позволяет создать различные среды с разным ощущением пространства. Получившийся шейдер доступен подписчикам на Boosty. В следующих видео мы научимся настраивать переходы, включение и отключение полноэкранных шейдеров для разных зон на сцене. И затем перейдем к изучению поверхностных шейдеров.